Всем привет! Вы просили, я рассказываю. Итак, ролик, наверное, можно было бы назвать «Я и кухня 6 квадратных метров». Но когда речь идет о кухне, на которой готовят, и на 6 квадратных метров, это одно. А когда вам на 6 квадратных метрах нужно разместить и зону готовки, и еще и зону для приема пищи, вот тут сразу вспоминаются слова одного из персонажей фильма «Ликвидация» «Я и головная боль». Итак, 6 квадратных метров. Что же можно сюда уместить? Да уместить, в принципе, можно все, но как? Вот тут нужно считать по миллиметражу, чем я и занималась, потому что найти изготовителя кухонь, который бы смог сделать так, как нужно именно нам, было очень тяжело. Мы приходили, садились, я доставала свои рисунки, мы начинали считать. В большинстве случаев, когда мы доходили до угла, мне говорили, а так нельзя. Мы вставали, разворачивались и уходили. И даже дело было не в цене, а дело в том, что большинство производителей делают типовые углы, типовые модули, и как только речь идет о том, что вам нужно сместить и что-то передвинуть или что-то сделать нестандартного размера, они так не могут. Хороший холодильник стоит дорого, поэтому мы решили пока оставить старый холодильник, но при этом мы оставили место таким образом, что если мы в итоге захотим заменить холодильник, мы сюда можем сделать встройку холодильник под кухню. Первое, что мы сделали, мы максимально уменьшили подоконник. То есть мы его урезали, у нас даже тут торчит батарея. Для чего мы это сделали? В первую очередь для того, чтобы уместить холодильник, потому что именно ему нужно место. Дальше. Обязательное расстояние от холодильника до плиты. Мы его сделали 17 сантиметров, потому что я уже показывала в прямой трансляции в Милане. Нет расстояния до плиты, особенно если это газовая плита, и все, как крайняя комфорка портит ваш холодильник. На 17 сантиметрах спокойно умещается сахарница, всякая безделушка и чайник. То есть я прям размеряла, чтобы спокойно ставил чайник. У нас маленький чайник, но поверьте мне, на этом расстоянии у вас спокойно поместится чайник любого размера. В 17 сантиметров мы уместили бутылочницу, плита, духовка. И главное, что мне очень понравилось, мало у кого-то есть, в данном случае тут обычно либо заглушки, либо очень маленькие. Здесь полноразмерная, до пола идет вот такой цоколь, куда умещается просто гора посуды, куча сковородок с крышками. То есть прям очень удобное подсобное помещение для маленькой площади. Вытяжка. Все пишут, как у вас над плитой нет вытяжки. Да есть у меня вытяжка над плитой, просто вытяжка встроенная. Опять-таки, экономия места. Вытяжка и куча всего. То есть если мы специально не стали делать ее до потолка, потому что чисто визуально тогда бы помещение казалось бы меньше, мы немножко отступили и вот таким вот образом. Крайний средний шкафчик со стеклом. Здесь специи, кружки и так далее. Здесь мы сделали стекло с двух сторон. За счет этого кухня кажется более воздушной и нет обрезанного. Обязательно, что мы сделали еще упор при составлении проекта кухни. Боковые панели не плоские, да, это удорожает вашу кухню, но при этом она не будет иметь обрубленный вид, как будто вам просто взяли и отрезали. Нет, у вас будет завершенная композиция. В данном случае здесь мы тоже повторили стекло, тем самым верх кухни не кажется громоздким, он более воздушным за счет прозрачного стекла. Стекло мы использовали матовое, чтобы сильно не просвечивалось то, что там стоит. Дальше. Глубина данных модулей 60 сантиметров, глубина этих модулей 50. Здесь мы разместили посудомоечную машину 45 сантиметров. Сушилку для тарелок мы сделали угловой. Сначала мне кричали, что это будет неудобно. На самом деле это очень удобная штука. Никаких проблем даже из глубины при моем росте там не возникает достать. При этом она экономит кучу места и за счет этого расположения. И на самом деле сюда достаточно много всего помещается. Единственный минус, но это мы не учли, но опять-таки все со временем. Если разбирать посуду из посудомоечной машины, это очень удобно. То есть ты достаешь и сразу убираешь. Но если ты моешь ее вручную,
то открывание дверцы сюда очень неудобно. Поэтому, если вы по большей части моете посуду руками, учтите, чтобы дверца у вас при расположении сушилки сбоку открывалась от раковины. По всему периметру сделали подсветку. Подсветка встроенная в вытяжку. И две подсветки сделали с сенсором включения. На самом деле это очень удобно, особенно когда у тебя грязные мокрые руки. Ты раз поднес, и все, тебе не надо ничего касаться, ты ничего не засаливаешь. Очень шикарная, удобная штука. Вообще ни капли не пожалели о том, что ее взяли. Дальше столешница. За столешницу мы долго думали, потому что это искусственный камень. Самый дешевый искусственный камень, который был, еще на него была какая-то акция, по-моему. Мы долго сомневались, брать, не брать. По факту все-таки решили взять, и опять-таки ни капли не пожалела. Никаких швов. То есть, если вы берете столешницу МДФную, у вас всегда будут стыки, будут какие-то планочки. Здесь у вас совершенно все гладкое. Вы взяли, помыли, все хорошо. Еще одно преимущество каменной столешницы: вы можете сделать каменную раковину. То есть, вам ее возьмут и вашу раковину облицуют данным камнем. Но за счет того, что мы максимально уменьшили этот угол, выбор раковин был очень невелик. Раковину мы взяли маленькую. И мало того, что мы ее взяли маленькую, мы ее развернули. То есть она должна стоять вот так вот. Мы ее развернули по плану вдоль столешницы, тем самым уместив ее в 50 сантиметров. Раковин, которые можно было облицевать камнем, к сожалению, такого размера на тот момент не оказалось. Возможно, сейчас что-то есть. Еще один плюс столешницы камнем. Когда мы сделали плитку, мы не могли никак придумать, чем же ее завершить. У плитки есть край, и, естественно, этот край надо было чем-то заделать. Вообще, мы какие уголки смотрели, серебристые, это в основном все, что можно было найти, это пластиковая Г, которая смотрелась ужасно. В итоге обрезом от столешницы просто взяли вот сюда, сделали такое вот окончание плитки, тем самым завершив композицию. Угол мы сделали прямым, потому что как только вы скашиваете угол, вы очень сильно сжираете место. Представьте, да, то есть если делать угол, мы бы сделали его вот так вот. То есть мы бы сожрали здесь место. Мы бы не смогли поставить посудомойку. При этом здесь спокойно все помещается. Мусорное ведро, картошка, фильтр для воды. Там помещается все, что только можно придумать. Дальше. Ящики. Ну, стандартный вариант с ложками и вилками. Со всякой дребеденью. И самый удобный ящик, что нам опять-таки очень тяжело было найти. Большинство больших ящиков снизу, ящики-то большие, но борта у них у всех ущербные. То есть ты открываешь ящик, а там вот такой вот маленький вот такой вот бортик, ну вот как вот здесь, вот, да? Вот такой вот бортик, и все, и на этом заканчивается. И ты смотришь и понимаешь, что у тебя есть вот такой вот фасад огромного ящика, а ящика как такового нет. Опять, вот он, ящик, он полноценный, сюда помещается вообще все, что только можно придумать, да, всякие куча кастрюль, крышек, мисочки, плошечки, поместилось вообще полкухни. Раньше на этой кухне была кухня с шириной столешницы по этому краю 35 сантиметров, что в принципе для данной кухни очень хорошо. Вы можете так сделать, но тогда раковину нужно переносить либо на угол, либо отказываться от посудомоечной машины, либо делать вообще прямую кухню. Как я говорила в предыдущем ролике, андресоль мы закончили со стороны кухни фасадами такими же, как у самой кухни. Кухня выполнена в светлых тонах, потому что светлый тон – это как чистый лист. То есть, имея чистый лист, вы всегда можете добавить яркие какие-то акценты в любой момент. Надоело их сменить, то есть у вас всегда будет кухня, которую можно как-то переиграть, наполнив какими-то яркими акцентами. Переходим к столовой группе. Изначально столовую группу было подобрать очень тяжело, потому что все столы хорошего качества начинаются от 140 сантиметров в длину, что в принципе неприемлемо для кухни 6 квадратных метров. Долго искали, поехали на выставку, наткнулись на эту столовую группу абсолютно черного цвета. Черный стол, черные ножки у стульев.
Подошли с ними, поговорили, они сказали, да, конечно, вы можете заказать в нужном вам цвете, хоть в белом, хоть в каком, но мы начинаем выпускать этих столы только через полгода, стоимость стола 30 тысяч, там стулья, по-моему, по 4500, но главное, что вам ждать еще полгода. А мы как бы пока искали, у нас вообще было очень интересно, мы взяли на коробку, поставили выпил из столешницы, и у нас был такой столик. Как-то с этим столиком уже, мягко говоря, надоело жить, поэтому нужно было стол. Мы уехали, естественно, черный нам вообще никак не подходил. Утром я просыпаюсь и понимаю, что надо забирать. Мы поехали на выставку, забрали полностью это все. Нашли мастерскую, в которой нам по нашему цвету RAL перекрасили полностью вот эту всю композицию за 5000 рублей. Стол, массив, 4 стула мы, по-моему, с выставки забрали, по-моему, за 18 тысяч, плюс перекраска, то есть ходите по выставкам, оно того стоит. То есть ходите по выставкам, если вы не можете найти что-то в магазинах, потому что когда вы приходите в магазины, вы видите одно и то же, одно и то же, одно и то же у одних и тех же продавцов. Точнее, продавцы, может быть, и разные, но продают они практически одно и то же от одних и тех же производителей. Придя на выставку, вы всегда можете найти то, что не продается в вашем регионе, когда кто-то приехал выставляться, привезли какую-то коллекцию новую, и вы всегда можете купить что-то интересное по очень интересным ценам. Планируя любое помещение, вы должны первое, что помнить, что это ваша полезная площадь, вам здесь жить, и вам нужно планировать, что и где будет лежать, потому что никто, кроме вас, лучше этого не знает. Поэтому прежде чем куда-то кому-либо идти, сядьте, подумайте и попытайтесь расписать это. Если вам будут говорить, что так не влезет, а мне многие говорили, что вот так не влезет, влезет, если вы замеряете и у вас влезает, значит, вам просто нужно найти тех, кто сделает так, как нужно именно вам. Если вам не могут здесь сделать так, как нужно вам, значит, идите в другое место, там обязательно вам сделают. Будут вопросы, пишите, с удовольствием помогу, расскажу. Всем пока, хорошего дня.